Рад вас приветствовать на нашем первом опытном производстве компании Амформ. Мы производим суспензию хлореллы и будем производить сухую хлореллу. Хлорелла обладает огромным количеством полезных применений. Есть доказанные исследования о положительном влиянии при выращивании животных. Например, при кормлении крупного рогатого скота привесы увеличиваются более чем на 20%. При кормлении коров увеличиваются надои. Например, если использовать ее для выращивания огурцов, повышается проращивание на 50%. Мы можем делать из нее сухую продукцию, производить БАДы для человека. В 2019 году перед нами была поставлена задача по утилизации больших объемов СО2. Мы изучили большой объем практического опыта, научных исследований и поняли, что нам придется самим разрабатывать подобную технологию. Основа технологии – это микроводоросль хлорелла. Хлорелла очень быстро может расти, если ей установить правильные условия. Мы находимся в основном производственном цехе, где происходит культивация хлореллы, и потом из нее производится готовая конечная продукция. Чтобы начать культивацию хлореллы, надо подготовить данные емкости, залить в них определенную температуру воду для подготовки питательной среды. Воду мы наливаем из специальной системы, которая состоит из подачи горячей холодной воды и автоматического термоподмеса. Температура, необходимая в данном процессе, составляет 28-30 градусов. После подготовки питательной среды мы подаем маточную культуру и начинается сам процесс культивации. Производительность данного цеха составляет 4800 литров в сутки. Для культивации также необходим процесс перемешивания. Перемешивание происходит за счет подачи очищенного СО2, подается по специальным газораздаточным трубам. Сейчас мы наблюдаем процесс подачи очищенного СО2 в емкости с хлореллой. СО2 прекрасно растворяется в воде, хлорелла питается им и растет. Процесс перемешивания позволяет хлорелле получать необходимую порцию источника света благодаря лампам. Хлорелла при своем росте потребляет СО2 и выделяет кислород. Поэтому наша технология подходит для того, чтобы задерживать большие объемы СО2. Мы находимся в модульном цеху, в котором сосредоточены все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры для работы цеха по производству хлореллы. Система водоочистки. Вода у нас подается из скважины глубиной 42 метра. Происходит обезжелезывание, далее умягчение воды до уровня, необходимой для успешной культивации хлореллы. Это настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом. Здесь у нас расположена газовая горелка проточного типа, которая служит источником получения СО2. Здесь у нас расположена установка, на которой мы проводим эксперименты по эффективности поглощения СО2 хлореллой. Нами разработана система улавливания и очистки отходящих газов, в результате чего мы получаем чистый СО2. Он подогревается в специальном цехе и уже подогретый подается в цех культивирования хлореллы. Конечным же продуктом, после того, как мы ее выращиваем, мы получаем суспензию хлореллы. После рекультивации мы начинаем ее отгружать в цех готовой продукции. 50% надосадочной жидкости, которая далее пойдет на повторную рекультивацию, мы сливаем через боковую систему слива, далее насос и склад временного хранения. Готовую продукцию мы сливаем через нижнюю систему слива, также через насос, который направляется уже в склад готовой продукции для последующей отгрузки потребителям. Мы находимся в цехе готовой продукции. Здесь у нас есть кубы, в которые поступает хлорелла для рекультивации, и кубы, в которые поступает хлорелла для дальнейшей продажи. Биотехнология устроена таким образом, что половину хлореллы мы отправляем обратно в цех культивации и дальше добавляем питательные вещества, она продолжает свое культивирование. А половину продукции ежесуточно мы отгружаем как готовую продукцию. Продукция отгружается с помощью специальных молочных шлангов, которые не перемораживаются, в любую погоду можно с ними работать. Тут стоит достаточно мощный насос, также есть система учета, мы видим, сколько мы отгружаем продукции, и отгрузка происходит достаточно быстро. Лаборатория – это важнейшая часть нашего производства. Здесь у нас хранится маточная культура, чистый штамм хлореллы, который мы раскультивируем для дальнейшего запуска производства. Здесь мы проводим контроль плотности и качества готовой продукции. Также здесь мы готовим растворы для питательной среды.
Одна из важнейших функций лаборатории – это эксперименты. Здесь мы проводим эксперименты по улучшению технологии культивирования и технологии применения готовой продукции. Мы уже запатентовали более 4 патентов, а у нас официально купленный штамп, и мы постоянно продолжаем улучшение нашей технологии. Сейчас мы начали продажи готовой продукции. В следующем году мы планируем построить еще 5 таких производств. У нас есть наработки по глубокой переработке хлореллы, по выделению особо полезных веществ, особо насыщенных жирных кислот и прочей продукции глубокой переделки. Я думаю, в последующие годы мы будем активно развиваться и приглашаем вас к сотрудничеству с нами.